Недавно я пересмотрел свои первые ролики по легендам и мифам в Garry's Mod и проникся сильной ностальгией. Мне захотелось вернуться к этому формату, рассказав про нечто мистическое, загадочное и при этом жутко интересное. Сделайте что-то вкусное, а мы начинаем. Каждый из нас хоть раз запускал игры, выпущенные компанией Valve. Наверняка вам знакомо это граффити. Вы могли видеть его, бегая по картам Garry's Mod или просто проходя Half-Life 2. Но мало кто задавался вопросом, а кто же изображен на нем? Джи-Мен? Гордон Фриман? Кто-то из знаковых персонажей? Просто человек? Все это имело бы место быть, если не одно «но». Ни в одной игре от компании Valve не наблюдался человек, держащий зонд. Сегодня мы затронем на первый взгляд не самую интересную тему, но заглянув за ее ширму, нам откроется пугающая бездна неизвестности, названная «Величайшая тайна движка Source». Листая YouTube, я наткнулся на крайне интересное расследование от Аномедая под названием «Интерлопер». Точного перевода на русский этого слова нет. Самый близкий перевод – «вторгающийся», но мы назовем его «незваный гость». Примерно 2 февраля я связался с автором ролика, чтобы получить разрешение на использование его расследований. Весь его ролик я буду ссылаться или частично пересказывать оригинальное видео, а поэтому после моего ролика обязательно ознакомьтесь с ним по ссылке в описании. На одном из форумов по тематике Half-Life 2 появился интересный тред, датированный октябрем 2005 года, связанный с неизвестным граффити в начале главы «Мы не ходим в Рейвенхольм». Как пишет один из пользователей: Кто-нибудь видел странное граффити в Рейвенхольме? Это буквально в самом начале, там, где темный переулок за забором. Как по мне, это достаточно жутко. Это баг или что? И когда ты подходишь вплотную, то раздается странный звук. Может, это Джи-Мен? На что ему отвечают: Какой из переулков? Тот, который максимально темный, или который немного освещен? Я проверил оба, и ничего не было. Как мы можем заметить, это явление наблюдается не у всех. Однако это не помешало стать теме широко обсуждаемой. Многие подмечали, что это искаженная версия граффити человека с зонтом. На первый взгляд кажется, что единственным отличием является темное лицо. Но открыв карту через Хаммер, можно заметить, что скрытая часть этой детали как будто повреждена. Открыв этот файл в текстовом редакторе, мы видим простую кодировку изображения. Тем не менее, листая код, на 274 строке обнаруживается некий текст. Для некого JJ. Консоль interlope, неизвестная команда interlope. Консоль getC interlope.pool 27015. Очевидно то, что это консольная команда. Но что будет, если ввести их в игру? Для чего они? В приводе первой команды консоль пишет «неизвестная команда». Однако, введя вторую, мы видим это. Сразу возникает вопрос, а что это вообще такое было? Если отвечать по технической части, то это была так называемая демка. Для тех, кто в танке, демка — это возможность движка Source записывать геймплей игрока и впоследствии воспроизводить его. Игроки Dark RP поймут. Однако все демки можно найти в файлах игры с соответствующим расширением .dem. Но то, что мы видели, очень трудно объяснить. Первый странный момент — длительность и содержимое. Буквально 2 секунды дергания камерой. Второй — отсутствие демки в файлах игры. Главная загадка в том, что она запустилась не от плей-демо, а от команды, которая подозрительно похожа на адрес сервера. Откуда эта демка и как она воспроизвелась?
При вводе команды повторно мы видим точно такую же картину. И тем не менее, локация изменилась, из чего можно сделать вывод. Скорее всего, эти демки генерируются при каждом новом вводе. Примерно в 70% случаев мы получим именно такой результат – 2-секундное дергание камерой. В остальных 30% мы получим иные варианты. Есть примерно 20% шанс на получение следующего случая. Игрок просто стоит за пределами карты и не двигается, после чего умирает. С 9% вероятностью можно увидеть бесцельное блуждание по локации, как будто геймплей записывал бот. С таким же шансом возможно увидеть похожую картину, но игровой процесс уже будет осмысленный и иметь логику. Это 4-й тип. Однако существует последний, самый жуткий вариант демок с шансом в 1%. Но к нему мы вернемся чуть позже. В процессе исследования данной команды оказалось, что генерируется не только сама демка, но и карта. При каждом вводе в папке Maps появляется новый файл data.bsp, а значит, мы можем зайти на нее. Как видно, карта порой выглядит очень рандомно. Этот факт добавляет дополнительную порцию загадочности. Также стоит отметить, что данная команда работает почти во всех играх, сделанных на движке Source. Team Fortress 2, Portal, Counter-Strike Source, Day of Defeat. Да та же Half-Life 2 с периодичным успехом, но работает. Это делает данную загадку не только очень мистической, но и воистину масштабной. К слову, 4-й тип демки в основном встречается в игре Portal. А теперь перейдем к последнему, самому редкому и пугающему типу, 5-му. А теперь внимание на экран. Думаю, вы видели все сами. Если в остальных 4 демках все можно было списать на какие-то баги, сбои или даже лаги, то здесь не находится никакого внятного объяснения. Мы можем увидеть конкретный сюжет. Игрок чего-то или кого-то боится и пытается этому противостоять. Заметя неизвестный силуэт в небе, он стреляет в него, после чего нечто утаскивает его за текстуры, и наш бедолага повторяет судьбу игроков из 2-го типа. В самом конце мы слышим некий звук неизвестного происхождения. На этом демка заканчивается. Стоит отметить, что на одном из кадров мы можем заметить до более знакомый силуэт. Человек с зонтом. Следующая демка 5-го типа
была сгенерирована в Team Fortress 2. Давайте же рассмотрим ее. Это вызывает еще больше вопросов, чем предыдущее. На ней, предположительно, скаут чего-то панически боится. Он аккуратно выглядывает из-за угла и видит там будто замершего Хэвика. Далее он оглядывается и видит вдали еще одного. Становится очевидно, что его загнали в угол. Финальное выглядывание заканчивается внезапным приближением Хэвика к скауту с очень странным звуком. Дальнейшая судьба игрока неизвестна. Однако нетрудно додумать, что случилось дальше. Также на просторах форума, в этом же трейде, посвященный странному граффити, было найдено еще одно видео под названием Spooky Coast, которое является самым жутким из всех показанных ранее. Содержимое в этом ролике оставляет за собой уйму вопросов. Однако, мы уже можем выявить некий паттерн. Игрок в конце каждой демки 5-го типа, скорее всего, погибает. Также зачастую мы можем наблюдать темную фигуру с зонтом. За исключением демки с Team Fortress 2. Предположительно, ее там нет. Хотя, может, она просто не попала в наше поле зрения. Что это такое, нам еще предстоит выяснить. Но на данный момент каждая новая деталь добавляет все больше и больше вопросов. Не менее странно стало то, что по истечению какого-то времени команда просто перестала работать. Это заводит дальнейшее расследование в тупик. На этом лишь первая глава подходит к концу. Нагнав столько интриги и жути, вы, наверное, зададитесь вопросом: а что же вообще происходит? Ответ достаточно прост. Это новая ARG, которая сделана в стиле расследования. Нам оно показалось очень интересным в плане задумки, а поэтому мы решили осветить данную тематику в русскоязычном сегменте. У автора вышло уже 2 части данного ARG, но к ним мы вернемся, если данный ролик наберет 25 тысяч лайков. Поэтому все в ваших руках. А если вам понравилось данное видео, то посмотрите разбор ARG Ганслингера, или же гляньте, что он подобрал нейросеть. Надеюсь, что увидимся.